Здравствуйте. Мы с вами продолжаем занятия психологией, и наш с вами тематический блок сейчас дифференциально-психологический. Я бы хотела остановиться на важной для отечественной психиатрии и психологии классификации акцентуации по Андрею Евгеньевичу Личко. И мне кажется интересным дать некоторые характеристики особенностей проявления данного человека при данной акцентуации в церковной жизни, которые предлагает Василий Глебович Коляда. Итак, как я уже говорила, Андрей Евгеньевич Личко продолжал традицию Петра Борисовича Ганушкина, в общем-то, развивал его идеи, связанные с малой психиатрией, и его концепция акцентуации характера, которую он предложил, она действительно является очень интересной, проработанной. Есть разработанный Личко и его коллегами психологический тест, который позволяет определять тип акцентуации. И вот здесь, в принципе, наверное, надо дать некоторую такую детализацию. Почему? Потому что Андрей Евгеньевич Личко, он, в общем-то, интегрировал, в свой подход еще и те разработки немецкой психиатрии, которые были также связаны с идеей акцентуации. Я имею в виду такое имя, как Карл Леонгард, который как раз в середине XX века вводит понятие акцентуированные личности. И, соответственно, он, Карл Леонгард, работал на взрослых, и он предложил некоторую такую классификацию акцентуированных личностей, которая действительно широко распространена. И здесь будут определенные переклички. Я думаю, нам не стоит обе классификации сейчас рассматривать, поскольку они достаточно близки. У Леонгарда также есть разработанное диагностическое орудие, психологический тест на акцентуации, который работает на взрослых людях. И, в общем-то, те характеристики, которые даются акцентуациям, они, тестом тут же, так сказать, определяются, и, соответственно, каждый желающий может это для себя как-то изучить и рассмотреть. Если говорить о разработке типологии акцентуации по Личко, то нужно, наверное, отметить два важных момента. Во-первых, Личко предлагает говорить не об акцентуации личности, а об акцентуации характера. Поскольку, в общем-то, личность – понятие достаточно широкое, включает в себя, например, мировоззрение человека, его ценностная ориентация. То есть по нашей с вами такой рабочей модели индивидуальности это те характеристики, которые принадлежат уже третьему высшему уровню организации индивидуальности, ценностно-мировоззренческому. А Личко полагает, что гораздо более правильно, точно, корректно говорить именно о акцентуации характера. Поскольку характер – это действительно та характеристика, которая формируется на основе темперамента через закрепление некоторых наиболее привычных типов поведения человека в социальных ситуациях. И я еще раз повторяю, отсылаю вас к предыдущему уроку, когда мы говорили о том, что основная модель развития акцентуации, по мнению Личко, это то, что действительно есть эти конституциональные предпосылки развития по тому или иному типу, и, соответственно, есть определенная, так сказать, среда, определенное воспитание, которое, в принципе, если, так сказать, знать предполагаемый какой-то тип, то это воспитание может обойти какие-то острые углы развития и, обойдя эти острые углы, в общем-то, дать человеку более
здоровый, да, более оптимальный, ну, как бы, да, вот такой вот жизненный стиль, да, более оптимальные психологические характеристики. Как бы вот второй момент, который я хотела отметить здесь, это то, что Личко, в отличие от Леонгарда, в общем-то, был таким подростково-юношеским психиатром. Преимущественно он работал с молодежью. Та, так сказать, методика, которую он разработал, она, в общем-то, предназначена для исследования человека где-то от 14 до где-то 18-25 лет. То есть вот опытным путем, первоначально речь шла строго о подростковом возрасте, но опытным путем было показано, что совершенно замечательно работает этот инструмент до 25-26 лет. Андрей Евгеньевич Личко, он предлагал на основе своего очень большого опыта анализа вот этих вот анамнезов, да, то есть как бы истории становления тех личностей, да, которые оказывались в поле его внимания как психиатра, он предложил вот некоторые признаки, которые могут определить, могут как бы служить как некоторые предикторы вот дальнейшего развития по тому или иному типу акцентуации. Я вот еще раз повторяю, да, что по таким широким исследованиям акцентуированных характеров, в общем-то, вокруг нас ходит где-то от 30 до 50%. И, так сказать, таким образом мы понимаем, что явление это достаточно распространенное. И вот давайте попробуем остановиться кратко на тех типах, которые предлагает Андрей Евгеньевич Личко, для того, чтобы можно было, ну, хотя бы вот заострить наше восприятие на те или иные признаки, которые могут подсказать вот возможные вот такие, значит, вот акцентуированные варианты у наших с вами собеседников, да, или у тех людей, с которыми мы тем или иным образом общаемся. Итак, вот акцентуация Личко выделяет несколько типов. Вот один из, так сказать, начальных типов, который он выделяет, это гипертимный. Вообще надо сказать, что еще когда Кречмер выделял вот то, что акцентуациями еще не называлось, а то, что он называл циклоидность, шизоидность и так далее, да, он говорил о том, что вот есть некоторые такие более темпераментальные характеристики, а есть более характерологические. И, в общем-то, по отношению к акцентуациям тоже здесь можно выделить такие моменты, потому что, как я вот уже сказала, да, характер формируется, опираясь на темперамент, то есть вот такие природные предпосылки своего развития. И, безусловно, характер как бы зависит в своем развитии от воспитания, от окружающей среды, от того, как относятся к данному человеку значимые для него люди. Итак, вот первый, значит, тип, который описывает Личко, он называет его гипертимный тип. Он в значительной степени темпераментальный тип, то есть зависит действительно от свойств нервной системы, от темперамента. И как бы вот такой гипертим подростково-юношеского возраста – это человек как бы чрезмерно активный, чрезмерно как бы вот вдохновляющийся какими-то возможными деятельностями и зачастую не очень хорошо оценивающий, как бы не очень реально оценивающий вот возможности действительно вот доведения того или иного дела до конца. То есть вот трудности в общении с гипертимом, казалось бы, да, вот такой вот позитивный тип, да, вот активный, жизнерадостный, напористый, общительный, да. Вот что же плохого в нем, да? Вот минусы этого типа заключаются, почему это, собственно, акцентуация, да? Минусы типа заключаются в том, что это, как правило, проблемы с дисциплиной, это, как правило, некоторая, так сказать, вот такая как бы безответственность за счет того, что трудно реально оценить
и свои возможности, и те возможности, которые дает та или иная ситуация. И, в общем-то, может быть, вот эта чрезмерная активность, она чревата, вот как это отмечает Личко, чревата рисками, скажем, там, попадания в какие-то асоциальные компании за счет широкого диапазона общения, за счет большой контактности. И как бы риски идут и в сторону алкоголизации, в сторону наркотизации, в общем-то, и в сторону знакомства с какими-то нехорошими компаниями, да, и в сторону, скажем, гиперсексуализации и так далее. И это вот те минусы, которые дает этот тип. Если говорить о вот этих вот предикторах, о которых, так сказать, пишет Личко, то есть как будущий гипертип может выглядеть в детстве. И Личко отмечает, что это, как правило, очень шумный, непоседливый, очень подвижный, как бы вот такой вот ребенок, который широко общается со сверстниками, который заводила в играх. И вот очень важный такой момент, нюанс, да, психиатры очень часто вот именно нюансы такие вот подмечают. Очень важный нюанс – это как бы малое чувство дистанции по отношению ко взрослому. То есть как бы вот авторитет взрослого и выдерживание такой уважительной дистанции – это то, чего зачастую не хватает будущему гипертиму, то есть ребенку, который, скорее всего, будет тяготеть к вот этому гипертимному типу акцентуации. В уже, так сказать, взрослом, да, возрасте, в общем-то, мы с вами понимаем, да, что, значит, вот этот вот гипертимный тип, он в психиатрической терминологии звучит как гипомания, да, то есть вот как бы некоторая такая маниакальность, да, вот гипомания – это означает, что на каком-то, так сказать, рубеже, на какой-то границе этот человек находится. Значит, вот у нас вот такой вот гипертимный тип. Еще это, кстати, риски, которые существуют, это особенно в подростково-юношеском возрасте, это уходы из дома, побеги из дома, это сопротивление авторитетам, непослушание, отсутствие дисциплины, как я уже говорила, да, и как бы такие, может быть, отлучки, как бы, да, без уведомления, дальние, зачастую рискованные, которые, в общем, действительно могут окончиться по-разному. Значит, следующий тип, который выделяет Андрей Евгеньевич Личко, циклоидный. Он идет как бы по своему названию еще от Кречмера. И речь идет о том, что, в общем-то, такой человек, он обладает как бы такой циклической характеристикой состояния. То есть вот от периодов активности, воодушевленности, общительности этот тип переходит по какой-то своей определенной вот такой вот периодической, так сказать, закономерности, он переходит в такие субдепрессивные состояния, которые, в общем-то, зачастую могут быть опасны, потому что это вот такая неудовлетворенность собой, подавленность, да, в общем-то, такой определенный риск суицида существует в этих как бы негативных фазах. И циклоидность заключается в том, что по некоторой такой собственной периодической характеристике человек переходит из одного состояния в другое. Типичный циклоид – это человек, у которого длительность цикла где-то там неделя-две или несколько дней. Существуют так называемые лабильные циклоиды, которые могут переходить из одного состояния в другое, достаточно, так сказать, часто, да, там чуть ли не каждый день или через день, да, или даже по нескольку раз на дню. То есть характеристики здесь разнообразные с точки зрения периода. И основные, так сказать, проблемы циклоида уже такого выраженного, а как правило циклоидный тип начинает себя проявлять в подростковом возрасте, в период полового созревания. Основные трудности циклоида – это именно в том, чтобы приноровиться к какому-то меняющемуся режиму жизни, например, как бы поступлению из школы, например, в институт, или, так сказать, переходу из школьной ситуации, например, там, на производство.
Как бы трудность вот именно налаживания в какой-то новой ситуации вот этого нового режима жизни. Это такая вот серьезная достаточно трудность человека с циклоидностью. Ну и кроме того, конечно, есть проблемы с приобретением друзей, с общением, с контактами, потому что то, что увлекало и было значимо в такой вот активный период, в субдепрессивный период, в общем-то, это перестает волновать. И таким образом, если мы берем, так сказать, молодого человека, да, период подростково-юношеский, то, в общем-то, мы понимаем, что те связи, те, так сказать, какие-то дружбы, да, которые как-то начались, да, они могут просто как бы заглухнуть вот в этот субдепрессивный период, когда человеку, в общем-то, общаться не хочется. Вот если говорить о предикторах, да, то здесь как раз с предикторами сложно. Почему? Потому что будущий циклоид в детстве может быть похож на гипертим. Он может быть достаточно активным, он может быть шумным, он может быть непоседой, заводилой в играх и так далее. Да? И вот закономерные периоды смены состояний могут начаться именно вот в подростковом возрасте, в период полового созревания. Следующие несколько типов – это типы такого невротического плана. И я бы хотела остановиться, наверное, на таком вот астеноневротическом типе и психостеническом типе. Если говорить про астеноневротиков, то, в общем-то, вот здесь важный очень момент, связанный с их особенностями, если уже говорить о сформированном типе, то это как бы преувеличенное внимание к своему, так сказать, психологическому состоянию и состоянию здоровья. Да? То есть это вот такая ипохондричность. И, соответственно, вот те трудности, которые может как бы нести с собой астеноневротик, это вот какие-то, скажем, конфликты и напряженность, связанные с тем, что окружающие не слишком-то чутки и внимательны вот к состоянию здоровья, к тому, где, так сказать, у этого астеноневротика что кольнуло, да, где что заболело. И очень важно проявлять вот такое вот внимание, заботу и по крайней мере, не препятствовать тому, чтобы такой человек проходил какие-то там врачебные осмотры, обследования и так далее, к чему этот человек очень склонен. Ну, в общем-то, вот тип такой быстро утомляемый, да, вот склонный к различным там вот расстройствам, да, расстройствам настроения. Вот это вот то, что касается вот этого астеноневротического типа. В принципе, вот все типы такого невротического плана, они очень похожи в детстве. То есть это, как правило, слабый тип нервной системы. И это могут быть какие-то симптомы, которые гораздо чаще встречаются у будущего астеноневротика, в частности. Да? Это какие-то ночные страхи в детстве, это какие-то ночные нурезы, то есть недержание мочи, да? Это вот как бы страхи, фобии, да, вот страх там, не знаю, животных, там, новых людей или там, так сказать, вот чего-то, да, вот страхи, тревоги – это то, что действительно достаточно типично для вот человека, который далее развивается вот в этот астеноневротический тип. Другой тип тоже, так сказать, такого же плана, да, невротического плана – это уже психостенический тип. И здесь немножечко другая характеристика, связанная с тем, что значит, психостеник, он как бы склонен к тому, чтобы вот тревогу, которая, так сказать, у него присутствует, повышенный фон тревоги о собственном благополучии, о благополучии своих близких, да, о том, так сказать, сделается то дело, которым он занимается или нет, да. Для него, так сказать, достаточно характерно формирование каких-то вот таких вот навязчивых действий или каких-то ритуалов, да, как бы вот в нормальном варианте это как бы некоторый ритуал, который служит защитным механизмом от вот этой тревоги. То есть если я как бы перед выходом из дома обязательно вот как бы там, не знаю, бейсболку одену так, потом так, то все будет, так сказать, замечательно, никаких
препон моим действиям не будет и так далее. Да? И все вот эти вот как бы приметы, вот какие-то, так сказать, вот выработанные такие вот выработанные привычные действия, да, они могут служить такого рода защитными ритуалами. И, в принципе, дальше это может уже перерастать в навязчивые действия, как то, например, навязчивое мытье рук до дыр, буквально до крови, из боязни там, инфицироваться, там, заразиться чем-то, да, или, так сказать, какие-то другие ритуалы, которые уже, в общем-то, могут быть достаточно такими нагрузочными, проблемными и требующими, может быть, какой-то психологической или даже психиатрической помощи. И вот будущие психостеники, они также, в общем-то, в детстве тревожны, боязливы, пугливы, да, тоже могут быть вот эти вот как бы там ночные кошмары, энурезы, энкапрезы и так далее, да, и, в общем-то, весь этот набор симптомов, он дальше уже, так сказать, может как-то подсказывать, да, что возможно вот развитие по такого рода, так сказать, траектории, да, и, соответственно, уже вот окружение может задумываться и подбирать какие-то правильные методы воспитания, лечения, там, не знаю, какой-то умеренной закалки, да, какие-то, так сказать, умеренные занятия спортом, да, для того, чтобы вот каким-то образом усилить организм, повысить уверенность в себе там, и так далее, и так далее. Да? То есть вот это то, что, скажем, светская психиатрия и психология советуют в этих ситуациях. Вот также к невротическому, так сказать, ряду относится лобильный и сензитивный тип, который также выделяет Личко. И эти типы также, так сказать, характеризуются достаточно высокой утомляемостью, которая, так сказать, заметна еще с детства. И вот, скажем, для сензитивного типа характерна чрезмерная чувствительность к мнению окружающих, чрезмерная чувствительность даже как бы и к тому, насколько я сам или сама соответствую некоторому собственному идеалу, такая вот повышенная самокритичность, которая, в общем-то, может стать уже чрезмерной, да, так сказать, такой вот патологичной. И, в общем-то, здесь также достаточно широкий как бы простор для различных воспитательных воздействий, которые могут, так сказать, помочь. Вот такая психологическая поддержка очень важна, да, что может помочь, так сказать, сделать человека более психологически крепким, да, более уверенным в себе, более таким стабильным. Значит, вот целый ряд вот этих вот невротических типов выделяется. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.